Детали очередной попытки покушения на Трампа. Зеленский считает, что россияне должны почувствовать войну и на себе, а Лукашенко практикует новую форму репрессий. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Прилеты по Белгороду. Гладков винит во всем Украину. Жители говорят, что надеются на лучшее. Да мы все не первый раз проходим. Все живы. Живем дальше. Трамп – цель. Что известно о новой попытке покушения на республиканца и какие настроения в США? Они и рождают то торнадо, которое приводит к подобным ситуациям. Новая волна мобилизации. Аналитики назвали дальнейший сценарий развития событий в России и причины, по которым Путин готов пойти на крайние меры. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Спецслужбы США занимаются расследованием новой попытки покушения на Дональда Трампа. На этот раз выстрелы прозвучали не на митинге, а в то время, как кандидат в президенты от республиканцев играл в гольф. Секретная служба, которая занимается охраной Трампа, увидела ствол винтовки, который торчал из забора, и, вероятно, первой открыла огонь в сторону стрелка. Трамп был в нескольких сотнях метров от места этой стрельбы. В США заявили, что мужчину, который пытался скрыться с места преступления, задержали, а у гольф-клуба найдено оружие, по предварительной информации, автомат Калашникова. Два моих патруля засекли автомобиль. Мы следовали за ним некоторое время. Мы смогли задержать его, используя несколько наших больших машин, которые мы используем для специальных остановок. Мы остановили автомобиль. С тех пор на место происшествия прибыли сотрудники ФБР и секретной службы. CNN пишет, что подозреваемый 58-летний Райан Уэсли Раут поддерживал и приезжал в Украину, в свое время опубликовал книгу, в которой критиковал Трампа, называл его шутом и дураком. Кроме того, активно делился своими взглядами на мир в интервью западным медиа. Кроме того, в прессе появилась информация, что Раут занимался вербовкой иностранцев для службы в Интернациональном легионе, который входит в состав ВСУ. В этом легионе уже заявили, что не имели никаких связей с подозреваемым. Оппоненты Трампа, а также мировые лидеры заявили, что не должно быть места политическому насилию. О том, почему такие инциденты стали возможны, что к этому привело, эти вопросы мы задали кандидату исторических наук, политологу-американисту и научному сотруднику организации, которая занимается вопросами европейской и глобальной безопасности, Александре Филипенко. Арестованный подозреваемый Райан Уэсли Раут был зарегистрирован как независимый избиратель, но тем не менее поддерживал Демократическую партию, в том числе и финансово. Он сделал несколько пожертвований на сумму $140 в 2019 году. И это был человек, который, с одной стороны, поддерживал Тулси Геббард, политика, которая вышла из Демократической партии и сейчас готовила Дональда Трампа, в том числе к дебатам. Высказывается она сейчас за Дональда Трампа. Но одновременно он высказывался за нынешнюю политику Белого дома. Поэтому кажется, что вот такое смешение радикально правых и радикально левых сил, они и рождают то торнадо, которое приводит к подобным ситуациям. Вот эта радикализация, поляризация американской политики, она и приводит к тем трагедиям, которые произошли, когда на Дональда Трампа было совершено первое покушение, и к таким очень тревожащим и очень страшным ситуациям. Новая попытка покушения на Трампа породила десятки разнообразных версий относительно мотивов стрелка. Одни считают, что Трамп сильный оппонент и поэтому демократы лютуют. Кто-то же пишет, что этот инцидент – пиар-ход Трампа с целью в очередной раз повысить свой рейтинг. А что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Тем временем Зеленский до сих пор не понимает, как Трамп может завершить войну России против Украины за 24 часа. Об этом украинский президент рассказал в интервью CNN.
На сегодняшний день я не могу понять, как это сделать, потому что не знаю деталей, что он имеет в виду и что имелось в виду. Моя позиция такова: избирательный период и избирательные месседжи — это избирательные месседжи. Иногда они не совсем реальны, и именно поэтому я думаю, что эти заявления не должны нас особо раздражать. Зеленский также говорит, что во время своей будущей поездки в США он представит Трампу, Харрис и Байдену свой план победы. Детали этого плана Киев пока держит в строгой секретности. Но, по словам Зеленского, в этом плане есть 4 основных пункта и плюс 1, который нужен Украине после войны. Этот пункт касается безопасности и геополитического места Украины. Кроме того, в интервью CNN Зеленский заявил, что россияне могут оказать давление на Путина после того, как война окончательно постучится в их дома. И они не будут ощущать привычного комфорта, а возможно поживут как минимум без электроэнергии, как украинцы. В Белгороде жалуются на утренние обстрелы. Говорят, что под ударом оказались жилые кварталы города. Обвиняют во всем Украину. Согласно информации местного губернатора Гладкова, который, я напомню, по данным «Новой газеты Европа», живет в квартире в центре города площадью 324 квадратных метра, в Белгороде в результате прилетов поврежден частный дом, автомобили, 8 человек получили ранения. Мы все не первый раз проходим. Все живы. Живем дальше. Надеемся. Все, удачи, надеемся на лучшее. Отмечу, что накануне российская авиация совершила серию авиаударов по соседнему с Белгородом Харькову. Под ударом оказался многоэтажный дом. Местные власти сообщали о десятках пострадавших, одной погибшей. 2 человека, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Кремль не готов пойти на снижение интенсивности боевых действий, так как сохранение инициативы на линии фронта – стратегическая необходимость Москвы. Кроме того, в России не исключают возможности объявить новую волну мобилизации. Однако сейчас в этом нет необходимости, пишут аналитики Американского института изучения войны. Американский институт изучения войны продолжает оценивать, что Путин по-прежнему избегает объявления новой частичной мобилизации из-за страха перед внутренним недовольством и, вероятно, продолжит поручать Министерству обороны проводить скрытую мобилизацию до тех пор, пока такие усилия не начнут серьезно отставать от оперативных требований в Украине. Как ранее рассказывала команда Нехта, по данным украинской разведки, рубеж 2025-2026 годов является для России ключевым. К этому моменту РФ хочет завершить войну, иначе, по прогнозам самой Москвы, в стране произойдут необратимые процессы. Глава украинской разведки Буданов утверждал, что в Кремле опасаются могущества Китая, доминирования США и потери возможности считать Россию сверхдержавой. Режим Лукашенко продолжает отбирать недвижимость у белорусов, которые выехали за границу, и публично критикует самопровозглашенного. Об одной из новых форм репрессий пишет BBC. Авторы издания уточняют, что сейчас Лукашенко создал такие условия, когда белорусы, не согласные с его политикой, не могут продать свои квартиры или же другую недвижимость дистанционно из-за рубежа. Жилье арестовывают под выдуманным предлогом, опечатывают. Квартирантов, если они были, силовики выставляют на улицу. После этого квадратные метры продают на аукционах. И если раньше так режим мстил лидерам белорусской оппозиции и продавал имущество семьи Тихановских, Цыпкала или же Бабарика, то сейчас взялись за обычных граждан страны, которые выходили на протесты 2020 года, уточняет BBC. В Беларуси и за ее пределами 16 сентября вспоминают оппозиционного политика Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, которых ровно 25 лет назад похитили и, вероятно, убили люди Лукашенко. Правозащитный центр «Весна» пишет, что первый вице-спикер Верховного Совета Беларуси 13-го созыва Гончар, а также общественный деятель и бизнесмен Красовский могли быть расстреляны. Согласно свидетельству бывшего начальника Минского СИЗО номер 1 Олега Алкаева, таков был приказ от приближенных к власти. В 2023 году в Швейцарии судили бывшего спецназовца, который связался с журналистами и заявил, что причастен к расправе над этими политическими оппонентами Лукашенко.
На юго-западе Польши, в Чехии, Румынии, Австрии продолжают бороться с последствиями масштабных наводнений, которые возникли из-за аномальных ливней. Накануне польский премьер-министр Дональд Туск поручил подготовить указ Совета министров страны о введении режима стихийного бедствия из-за этих наводнений. Кроме того, обещал, что страна окажет всю необходимую помощь полякам, которые пострадали от стихии. BBC пишет, что проливные дожди, вызванные штормом Борис, привели к человеческим жертвам в Центральной и Восточной Европе. Аварийные службы укрепляют защитные сооружения для борьбы с наводнениями. Погибшими считаются как минимум 8 человек. Тысячи домов пострадали, часть полностью разрушена потоками большой воды. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. Я напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте донаты или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.